Алло, Димон, русские военные в Харькове. До последнего в это было сложно поверить, да я и сейчас, глядя на новости, не верю в происходящее. Россия начала военную операцию в Украине. Они ночью на 24 февраля объявил Владимир Путин. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Целью операции он назвал защиту жителей Донбасса, которые, по словам Путина, 8 лет подвергались геноциду. Он также призвал военнослужащих Украины сложить оружие и пообещал не оккупировать территорию страны. При этом Путин заявил, что будет стремиться к денацификации Украины. Что именно он под этим подразумевал, пока не очень понятно. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Объявляя о наступлении, президент России сослался на 51-ю статью Устава ООН, которая дает стране право на самооборону. В соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН. По сообщению Генштаба Украины, атака началась в 5 утра по местному времени. Сразу после этого появились сообщения о взрывах в Харькове, Одессе, Киеве. По заявлению пограничной службы Украины, российские войска также пересекли границу со стороны Беларуси. Идет ли речь только о российской армии или о белорусской тоже, пока остается неясным. Вроде были сообщения, что и белорусские военные принимают участие в операции. К боевым действиям присоединились войска ДНР и ЛНР. Они начали наступление на территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Несколько сел уже перешли под контроль республик. Но ситуация быстро меняется. Возможно, когда вы сейчас смотрите этот ролик, уже все по-другому. В Министерстве обороны России заявили, что не обстреливают города, а пытаются вывести из строя военную инфраструктуру Украины, включая средства ПВО и военный аэродром. Нахожусь на аэродроме Кульбакина. Сзади меня воронка, еще дымится, видите? Что важно, российская сторона отказывается называть происходящее войной. События называют помощью ЛНР и ДНР. В Генштабе Украины сообщили о ракетно-бомбовых ударах по аэропортам Николаева, Краматорска, Борисполя и еще 3 городов. О потерях российской армии пока ничего не известно. Украина сообщила о сбитом российском самолете, но в Минобороны России эти сведения опровергают. Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное совещание Совета безопасности страны и ввел режим военного положения. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Ночью Зеленский также обратился к гражданам России. Он сообщил, что пытался поговорить с Путиным по телефону, но тот от разговора отказался. Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. После этого Зеленский обратился к россиянам с призывом не допустить войны. Обращение было записано еще до объявленной Путиным операции. Это мое обращение не покажут по российскому телевидению. Но граждане России должны его увидеть. Они должны знать правду. А правда в том, что нужно остановиться, пока не поздно. И если руководство России не хочет ради мира садиться за стол с нами, возможно, оно сядет за стол с вами. Мэр Киева Виталий Кличко призвал граждан собрать тревожные сумки, но избегать паники. Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури нашого міста, залишайтесь вдома і будьте готові в разу потреби послідувати до укриття. При этом сообщают, что на выезде из столицы Украины уже образовались огромные пробки. В городе слышны сирены воздушной тревоги. Украина закрыла авиасообщение на всей территории страны. Россия сделала то же самое во всех приграничных городах. Сейчас закрыты аэропорты 12 городов, среди них Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Белгород и другие. Аэропорты будут закрыты минимум до 2 марта, заявили в Росавиации. В Москве на момент записи задержано или отменено более 200 рейсов. Президент США Джо Байден пообещал уже сегодня ввести против России полномасштабные санкции. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал немедленно прекратить конфликт. Stop your troops from attacking Ukraine. На фоне начала военной операции обрушился индекс Мосбиржи. Торги были приостановлены после того, как цены на акции российских компаний упали до критических отметок. Курс евро за несколько часов вырос до 100 рублей, курс доллара до 90. Отменены занятия в школах, закрыты детские сады на юге Белгородской области и на севере Крыма вдоль границ с Украиной. Сегодня у нас должен был выйти совсем другой ролик. Мы сняли большую историю, фильм про беженцев, которые сейчас приехали в Россию. Снимала Унигина Бероева. Вы, возможно, знаете ее по фильму про Таджикистан.
Таджикистан. Она провела с ними несколько дней, она была с ними в момент, когда их перевозили в Россию, она была с ними в момент, когда они узнали новость о том, что Россия признала ДНР и ЛНР как независимые государства. Это тысячи простых человеческих трагедий. И здесь важно понимать, что этих трагедий могло бы не быть. Что и конфликт 2014 года абсолютно рукотворный. Нет никакого геноцида, никакой бандеровской хунты или что там еще рассказывают по телевизору пропагандист. До сегодняшнего дня Харьков, Мариуполь, десятки поселков и деревень, где живут русские украинцы, жили абсолютно мирно. Не было никаких проблем. Но сегодня все поменялось. Реализуется самый страшный сценарий. Новостей поступает очень много, и хороших среди них нет. Мы оперативно следим за всей информацией. Можно смотреть у меня в телеграм-канале Варламов Ньюс. Подписывайтесь на него, там мы прямо сходу публикуем все, что происходит. Ну и в ближайшее время еще будет много важных роликов, поэтому если на канал не подписаны, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, постараюсь держать вас в курсе того, что происходит.